Приветствую вас, дорогие друзья! За окном 21 год, а мы представляем вам топ-5 электробайков до 50 килограмм. Вирус, пандемия внесли огромные изменения в предыдущий год, поэтому где-то производство встало полностью, где-то оно перенеслось на неопределенный срок, поэтому здесь не хватает двух моделей, которые мы хотели вам представить еще в прошлом году. Ну что ж, раз все сдвинулось, то рады вам представить свой топ-5. Сейчас. Итак, какие-то байки будут с полным приводом, какие-то будут с одним мотор-колесом, ну а какие-то с центральным мотором подвесным. Что же, погнали и рассмотрим их все детально. Открывает нашу пятерочку электробайк Stealth. Мотор-колесо фирмы Denzel, номинал 3 киловатта, вкачивается в него благодаря конфигу 8 киловатт. Тормоза, значит, роторы с радиаторами, роторы у нас 203, двухпоршневые тормоза, такие же ставятся на Сурончик. Фирменные тормоза, то есть Сурон пишет на своих расширительных блочках Сурон, а так, собственно говоря, это те же самые тормоза. Колеса 24×3, всесезонка, Denzel, обода велосипедные, усиленные спицы. Амортизатор здесь у нас больше концептуальный, нежели рассчитан там на тяжелых людей. То есть здесь у нас 80-90 килограмм. Если человек весит больше, то, соответственно, мы поставим сзади другой амортизатор с более мощной пружиной. Спереди вилочка DNM USD 8. Ее также ставят на Сурон и на очень много байков, потому что отличное соотношение цены и качества. Также спереди у нас установлено зарядное гнездо и сверху установлен USB-порт. Боковые вставочки под карбон, подножка под карбон и поворотники передние у нас тоже сделаны под карбон. То есть все на стиле. Очень много анодированных элементов, педали HT, видите, здесь у нас шайбы анодированные и ручки газа. Дальше едем. Ну, радиаторы тоже, если вы обратили внимание, тоже анодированные. Все в цвет на стиле. Сзади у нас габарит, велоседло ручной работы, итальянское. Sunrace, как видите, у нас здесь маятнички, педальки тоже фирма. Я думаю, HT, те, кто велосипедами интересуется, знают, что это за марка. Так, внутри у нас установлена батарея из пакетов 30 ампер-часов на 72 вольта. Также установлен автомат, который в случае непредвиденной ситуации, падения или удара отключит питание в избежание каких-либо последствий. Дальше внутри установлена мощнейшая DC-шка, соответственно, и подключен USB-порт, на который вы можете воткнуть как телефон, так и, не знаю, там, пылесос какой-то компактный или насос там, для матраса, неважно, то есть многофункциональный. В специальном защитном вентилируемом отсеке у нас установлен синусный контроллер фирмы Kelly, модель KLS 7218SV с функцией рекуперации, 200 ампер фазные токи, 80 ампер батарейные токи. Итак, вкратце по функционалу органа управления. Здесь у нас фирменный дисплейчик, который ставит Denzel на свои байки. Отлично видно и при ярком солнце, и ночью, и днем. Уровень заряда, вольтметр, спидометр, текущий пробег и общий одометр. Блок управления светом. Соответственно, здесь у нас линза U7 с 3 режимами, ближний, дальний и стробоскоп. Под карбон сделаны поворотнички на мягком кронштейне, соответственно, не отломаете, если заденете, очень практично. Это отечественное производство, но, собственно говоря, за основу взят зарубежный, всем уже известный, качественный европейский электровелосипед Stealth. Рама отечественная,
Как, собственно говоря, видите, здесь большинство комплектующих, оно из Китая, но основное сборка отечественная, рама отечественная. Данную линейку мы уже пробовали, скажем так, в начале лета. И первая партия пошла достаточно успешно. Жалоб особо никаких нету, кроме как, наверное, на гидроизоляцию. Здесь действительно нужно производить отдельную подготовочку под зимнюю или дождевую эксплуатацию. В целом байк для наших подписчиков достается за 250 рублей. И это одно из основных его достоинств, потому что в пике это 8 киловатт. Сами понимаете, разгоняется он шустрее Сурончика. Давайте посмотрим на него в деле. Ну что же, данный байк, в принципе, себя неплохо проявил. Скажем так, за свои деньги вы действительно получаете достойный аппарат с запоминающимся видом. Давайте от данного байка перейдем к 4-му месту и плавненько продолжим наш вояж. На 4-м месте у нас будет находиться карбоновый полноприводный Boxon Hunter от компании Denzel. Он обладает неплохой мощностью, то есть в полном приводе реально месит. Мы вам это продемонстрировали в предыдущем выпуске, когда показывали вам топ-5 полноприводных фэтбайков. Кто не знает, кто не смотрел, можете ознакомиться с предыдущими выпусками. Итак, здесь у нас съемная батарея, в принципе очень удобно, можете заряжать ее как и на Суроне везде. Батарея бывает с разной емкости, 30 на 60, 25 на 60 и 40 на 60. Собирается она из 18-150 ячеек LG, поэтому здесь в принципе фирменная качественная батареечка. Подвеска сзади у нас D&M Burner, спереди фетовая вилочка обычная, имеет регулировки сжатия и наскока. Крылья здесь можно ставить, но внешний вид у байка сразу, к сожалению, проиграет. Поэтому большинство людей даже дисплей не ставят, потому что вольтметр есть на самой батарее, и у вас, по сути дела, вся информация всегда перед глазами. Такой минимализм, дизайн, стиль и, самое главное, вес. Данный байк весит всего около 30-35 килограмм. Ну, все зависит, конечно же, от комплектации. Если спереди навесить огромный тяжелый мотор и сделать еще больше батарейку, багажник, какое-нибудь дополнительное оборудование, то, конечно, да. А так, в целом, это один из самых легких, шустрых, действительно, по дизайну притягательных электровелосипедов. Что же, посмотрим на него в деле.
заключение можно сказать, что Boxon Hunter является самым легким электровелосипедом, который обладает такой проходимостью, скоростью и запасом хода, который можно увеличивать за счет дополнительных съемных батарей. Помимо этого, у него достаточно богатое оснащение: передний и задний свет, поворотники, гидравлические тормоза, опционально Magura, яркий цветной дисплей со всей необходимой информацией, комфортная настраиваемая подвеска и сигнализация с пультом дистанционного управления. Ну что же, движемся дальше. На третьем месте у нас всем уже известный Suron X. Азиатская версия и европейская версия L1E, так называемая. По характеристикам они одинаковые. Разница здесь в мелочах. Это больше похоже на мотоциклетный девайс, скажем так. Здесь дисплей полноценный, фара вот такая более полноценная, блок управления светом, переключение там между режимами и так далее тоже более, скажем так, массивный, то есть больше похоже на мотоциклетные комплектующие. В остальном все одинаково. Здесь сразу в заводской комплектации идут поворотники спереди, сзади, крылья и зеркала. На азиатской версии другой свет и нет никаких вот плюшек из вышеперечисленных на европейской версии. На Суроне центральный подвесной мотор расположен в самой раме, а не в маятнике. И для того, чтобы двигатель был подрессорен, в отличие от большинства байков подобного типа, на нем установлен не дополнительный натяжитель цепи, а ременной шкив, который проще в обслуживании и тише цепи. В результате чего образуется двойная редукция, а это, конечно же, влияет на крутящий момент. Пиковая мощность около 5,5 кВт, и на колесо приходится более 200 Ньютон-метр. Чуть дальше в этом выпуске мы продемонстрируем вам наши прокачанные 15 и 20 киловаттные версии Сурона в сравнении с классическим ДВС, а также его основного конкурента на карбоновой раме. Ну а пока вернемся к рассмотрению заводской версии, в которой отдельно стоит отметить настраиваемую подвеску. На Суроне спереди стоит уже годами зарекомендовавшая себя двухкоронная вилка DNM USD8. Задняя подвеска не оставила равнодушным ни одного владельца Сурона. Тут уж инженеры потрудились на славу. Чего, к сожалению, нельзя сказать о тормозной системе. Мы, как дилеры, можем поделиться многолетней статистикой продаж и сказать, что в каждой партии из 10 байков у 2-3 точно будут скрипеть колодки. Это связано с тем, что китайцы частенько грешат добавлением медной стружки и прочих опилок для удешевления стоимости колодок. В остальном, заводская двухпоршневая тормозная система неплохо справляется с возложенными на нее нагрузками. В целом у Сурона богатая комплектация. Съемная батарея освобождает вас от привязки байка к розетке. И если рассматривать азиатскую версию как базовую, то в ней уже есть все самое необходимое: и свет, и дисплей, и USB-порт. Протестируем его с основным конкурентом Самураем. Ранее мы это уже делали в предыдущих версиях. Кто не видел выпуски, можете посмотреть. Ну а заодно повторение мать учения. Посмотрим, как он себя ведет на 100-метровочке. Погнали!
что ж, дорогие друзья, настало время презентовать вам нашу прокачанную версию Сурона. От заводской комплектации здесь осталась рама, оптика, сидушка, задняя подвеска и мотор. Все остальное было заменено. Звезда на 58 зубьев, передняя вилочка Marzocchi, колесная база тоже претерпела небольшие изменения. Ну и самое главное, отечественный 24-фетовый контроллер, который выдает 500 ампер в пике. Сердцем байка является батарея, собранная из фирменных пакетов LG, которая в пике выдает до 200 ампер. Также есть конфигурация батарей для, скажем так, большего запаса хода, в отличие от этой, которая создана для того, чтобы рвать и метать всех с места. Сами понимаете, 250 кубов был порван, соответственно, на 100-метровке там делать нечего. На четверть мили, если выйдем, то там уже можно будет посмотреть, догонит его 250 кубов или нет. Потому что в самом начале он слишком сильно отрывается вперед. Основная задача, ради которой создавался Сурон, это использование по бездорожью. На нем роскошно можно поэндурить, получить массу эмоций. Однако, если вы хотите использовать этот питбайк как скоростной, то для этого, как уже было сказано ранее, вам придется подготовить кругленькую сумму. Ну что же, движемся дальше. Второе место. Charger 8K. Это флагман нашей собственной ручной сборки. Дизайн в духе Tesla Cybertruck. В основе байка пространственная рама из высокопрочной стали и композитных материалов. На базе этой рамы мы также собираем топовую комплектацию электровелосипеда Charger 12K и электробайк с центральным подвесным мотором Charger X. Оба этих байка выходят за рамки нашей весовой категории на 10 и 16 кг соответственно, поэтому на них мы не будем делать особого акцента. Но упомянули мы о них в самом начале именно для того, чтобы отсечь все вопросы и негодования по поводу того, зачем же здесь педали при таком весе и отсутствии ассиста.
А все для того, чтобы вы банально могли доехать до ближайшей зарядки, если у вас полностью высадился аккумулятор, а также для совместного режима педалей с тягой для экономии заряда. Ну а для тех, кто считает это все баловством, а также любителей поэндурить, как раз есть возможность приобрести версию без педалей с центральным мотором. Итак, за пробег отвечают два типа батарей на пакетах LG 27 Ах и 60 Ах с рабочим напряжением 72 вольта и максимальным 84 вольта. На этих батареях в экономном режиме на тяге можно проехать до 80 и 150 км соответственно, а в комбинированном режиме с педалями до 200 км. Максимальная скорость у Charger 8K до 85 км в час. У Charger 12K и Charger X максималка настроена приблизительно одинаково – 100-110 км в час. Мотор-колеса, который используется при сборке этих байков, относится к скоростным типам электродвигателей. Как правило, мы используем моторы Quanshun и Maxus. Контроллеры на 150 и 200 ампер с модулем Bluetooth и приложением для вашего смартфона, чтобы вы могли видеть всю необходимую информацию в режиме реального времени. Что касается подвески и тормозной системы, то в базе на Charger 8K мы в основном ставим двухкоронную вилочку D&M и задний амортизатор D&M Burner. В тормоза двупоршневые гидравлические Tektro, Shimano и так далее. В более мощных комплектациях уже ставится полноценная мотоподвеска, 4-поршневая гидравлика. Тормозные диски 203 мм и 210 мм. Ну что же, давайте посмотрим на него немножечко в действии, как он, собственно говоря, себя ведет на короткую дистанцию. Погнали! Небольшое отступление, так скажем, в тему. Дорогие друзья, со 2 по 4 апреля в Москве мы будем тусить на выставке «Мотовесна». Ребята обещают показать новинки техники, кастом и тюнинг-шоу, организуют мотогонки, ну и, естественно, там будет электротранспорт. Также параллельно с этой выставкой будет происходить велокульт. Это выставка, посвященная велотехнике. Все это в экспоцентре со 2 по 4 апреля. Ждем вас там и до встречи. Привет подписчикам Skype!
Итак, на первом месте у нас стоит электробайк, собранный из карбона. Здесь полностью карбоновая рама, двухслойный карбон и маятник также из карбона. Чтобы максимально облегчить этот байк, в комплектации также предлагается еще и колеса из карбона, то есть диски. Диски 20/4 и диски 24/3. То есть полная демократия, можете выбирать себе широчайшую палитру опций. Помимо батарейки, которую здесь можно в максималке догонять до 60 ампер-часов на 72 вольта, здесь также множество функций. В следующем году даже добавят кнопку включения-выключения на панели, соответственно, будет еще более стильно он выглядеть. Также новый дисплей будет, мотодисплей, и полноценный уже будет подвеска мотоциклетная. При этом по весу сильно это все не ударит. Покрышки останутся эти же. Это Denzel Special Design. Здесь у нас звезда, такая же, как на Суроне, поэтому мы буквально на старте за 2-3 метра сможем понять, какой из них больше подрывает. Однако, в отличие от Сурона, на Самурае мотор расположен в маятнике, а не в раме. Соответственно, здесь нету никаких преднатяжителей, шкифов. Здесь цепь идет сразу на ось мотора. Катки 4-дюймовые, и в отличие от Сурона он сильно не зарывается. По крайней мере, сухой бездорожьем проходит более уверенно. Давайте посмотрим, на что он способен на снегу. И заодно сравним его с полным приводом. Погнали! Ну что же, результат заезда не то чтобы был очевиден, все же ставки были на данный байк большие. Надежда на то, что он рыхлый, глубокий снег будет проходить беспрепятственно, развеялись, к сожалению. Заносит зад, виляет очень сильно. То есть реально не хватает спереди мотора, который бы его вытягивал. Немного истории. Прототипом электробайка «Самурай» был карбоновый электровелосипед «Спарта». Мы о нем уже делали несколько выпусков, поэтому можете посмотреть их на нашем канале. «Спарта» — это тот же двухслойный карбон, та же самая рама, но измененный маятник и, естественно, педали с мотор-колесом. Полностью снаряженный электробайк «Самурай» весит в районе 45-47 кг. В любом случае, это самый легкий байк из предложенных нами, имеющий полноценные мототормоза, гидравлические двухпоршневые. Помимо прочего, рабочее напряжение на Самурае 72 вольта, соответственно, полностью наряженная батарея имеет напряжение 84 вольта. БМС-ка здесь стоит на 200 ампер, поэтому в совокупности, конечно, конфигурация является более мощной, чем на Суроне, и наша ставка будет следующей. Первые несколько метров возьмет Сурон, а дальше лидерство будет за Самураем, и он будет уходить по прогрессии, потому что максимальная скорость 100+.
Как и любой другой байк, Самурай можно протюнинговать. Мы экспериментировали с разными конфигурациями, но самое лютое получилось с отечественным ядреным контроллером на 24 фета и 500 ампер. Также, если поиграться с размером звезды, то можно добиться золотой середины между тягой и скоростью. Ну что же, в заключение хочется сказать, что все эти байки были уже опробованы. Скажем так, у них уже длительная история, и они будут обновляться, дорабатываться. Ну а в будущем сезоне, в 2021, мы ждем обновлений. Надеюсь, эти байки вам приглянулись. Если какой-то реально понравился, можете у нас его заказать или собрать какой-то конфиг под себя. Ждем жирную дискуссию. Пальцы вверх и до новых встреч. Пока!